Эффективный контроль со стороны заказчика за проводимыми подрядчиком ремонтно-отделочными работами, этапы контроля и другие нюансы выстраивания правовых отношений между сторонами. Поговорим об этом подробно. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Теперь начнем. Контрольные мероприятия удобно классифицировать в привязке к этапам выстраивания правовых отношений между заказчиками и подрядчиками. Речь идет о контроле, осуществляемом на предварительной стадии, в ходе которой будущий ремонт документально оформляется. Также о контроле, проводимом на этапе оценки содержания договора, заключаемого в перспективе, в том числе контроле, осуществляемого в отношении сметы на ремонт жилья. О текущем и заключительном контроле, когда ремонтные работы осуществляются либо находятся на этапе завершения. Каждому этапу соответствуют свои контрольные точки, на характеристики которых необходимо остановиться более подробнее. На предварительной стадии контроль со стороны заказчика сосредоточен на документальном оформлении. Независимо от того, какой степени профессионализма обладают мастера-строители, должно быть предусмотрено правильное оформление договорных отношений. Такой контроль, осуществляемый заказчиком, выполняет профилактическую функцию. Если в будущем возникнут судебные разбирательства, то вам понадобится документация, подписанная обеими сторонами. Имейте в виду, существенно облегчает последующий контроль наличия готового дизайн-проекта. Благодаря ему достигается понимание ожидаемых результатов и предсказуемых финансовых расходов еще до старта ремонтных работ. Ключевая роль отводится контролю заказчиком за содержанием договора. Здесь следует контролировать корректность его формулировок, например, наименования и предметы соглашения, срока исполнения, порядка осуществления работ, а также расчетов между сторонами, прав и обязанностей сторон, гарантийных обязательств, порядка разрешения споров, и соответствующих реквизитов сторон. Грамотный подход к контролю позволяет заказчику эффективно находить компромиссы с подрядчиком при согласовании текста соглашения. Здесь, как и в ходе других стадий контроля, не рекомендуется идти у исполнителя на поводу. Для заказчика рационально будет подробно проработать все разделы и пункты договора с юристом, то есть контроль может потребовать соответствующей консультации. Перед тем, как подписать договор, важно убедиться в полной идентичности экземпляров соглашения и прилагаемых приложений. Учтите, данная контрольная процедура является наиболее скрупулезной и не допускает спешки. Здесь тревожным сигналом для заказчика может служить попытка со стороны подрядчика торопить его в подписании такого договора. Заказчику целесообразно уделить пристальное внимание контролю содержания сметы. Зачастую подрядчик уклоняется от составления детализированной сметы, предпочитая поверхностную рубрикацию. Однако, чем более детальной является смета, тем труднее подрядчику скрыть в ней необоснованные затраты. С одной стороны, на изучение подробной сметы у заказчика уйдет больше времени, а с другой, именно тщательный ее анализ является залогом результативного контроля, что принесет пользу в будущем, предупреждая отрицательные последствия. В рамках контроля заказчику следует изучить как состав, так и объем выполняемых ремонтных работ. Этапы этих работ представлены определенным набором технологических операций. Следовательно, они должны быть расписаны детально. Применительно к расходным материалам контроль касается их количества, стоимости и качества. Качество данных материалов требуется не просто согласовать с подрядчиком в устной форме, но и необходимо зафиксировать их наименования и производители, а также торговые марки в тексте сметной документации. В противном случае, если рассматриваемый аспект контроля упущен заказчиком, подрядчик может закупить дешевые материалы взамен более качественных, отраженных в сметной документации, без конкретизации марки и производителя. Следующая контрольная процедура связана с расходами. Тут заказчику следует помнить, что в пункте «Накладные расходы» недостаточно зафиксировать некую сумму, а необходимо детально расписать, что именно включается в данную статью расходов и в какую сумму финансовых средств заказчику обойдется каждый подпункт. В ходе выполнения ремонтных работ заказчику следует контролировать возникновение дополнительных смет.
что является весьма негативным индикатором недобросовестности подрядчика. Появление этих смет сигнализирует о непрофессиональном подходе лица, а также об изначальном намерении подрядчика скрыть часть работ и расходов для того, чтобы занизить смету в целях недобросовестного маркетинга. Сейчас нам надо обратить внимание на формы и методы осуществления контроля. К примеру, личный контроль заказчика. Очень важным является личное участие заказчика в контроле за ходом ремонтных работ. Относясь к контролю со всей серьезностью, не следует всецело полагаться на прораба нанятой компании или же бригады. В противном случае актуализируются риски возможных негативных последствий, связанных с кражами, пожарами и затоплением соседей. Следующий аспект контроля за выполнением ремонтных работ касается определения оптимальных затрат времени заказчика на осуществление проверки. Так, целесообразным является посещение ремонтируемой квартиры на каждой стадии работ, а в качестве контрольных точек выступает подписание промежуточных актов сдачи приемки. При этом достижение баланса в контроле играет определяющую роль, поскольку чрезмерная личная проверка со стороны заказчика может привести вред процессу ремонта. Поэтому не рекомендуется присутствовать на объекте выполняемых ремонтных работ ежедневно, поскольку этим заказчик создает помехи деятельности рабочих. То, как осуществляется переход от одного этапа ремонтной работы к другому, требует особого контроля со стороны заказчика. В данной связи следует контролировать, проводится ли уборка и вывоз мусора после завершения каждой стадии. И здесь нам необходимо обсудить своевременность контроля заказчика. Серьезный недостаток контроля проявляется в ситуации, если заказчик приступает к проверке лишь в тот момент, когда начинает клеить обои, укладывать пол и прибивать плинтусы. Именно в этом кроется масса проблем. Дело в том, что этап черновой отделки – это то, что невозможно обратить вспять, кроме как начав заново. То есть тут весьма значимы контрольные процедуры. При разводке коммуникации речь идет об электрике, водопроводе и канализации. Просчеты, которые допускаются на данном этапе, но обнаруживаемые только при завершении заключительных работ, потребуют полной переделки. Как результат, весомые финансовые издержки и затраты времени. То есть надо обращать особое внимание за производством скрытых работ, составлением соответствующих актов приемки их результатов. Таким образом, сущность озвученных рекомендаций относительно контроля сводится к тому, что для заказчика первоочередными интересами является качественное выполнение ремонта за конкретный срок и без лишних издержек. Поэтому контрольные процедуры носят организационный, технический, финансовый характер и помимо этого неразрывно связаны со способностью управлять временем для осуществления проверки в рамках контрольных процедур. В любом случае решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правую сторону вопроса. На эту минуту у меня все, до новых встреч!